негативных новостей, которые касаются лично меня. I'm a little bit lonely, a little bit overlooked. A handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to desire, what I want you to feel. But no matter what I do, I can't convince you that this is real. Мы готовимся к переходу через Тихий океан. Завершается наше турне по Северной Америке. Мы посетили Канаду, мы посетили Сиэтл, и в этом выпуске я вам покажу, как мы будем пересекать Тихий океан, но уже в обратную сторону. Пунктом назначения, то есть портом назначения, является порт Каошун, который находится на Тайване. Погода обещает быть не самой благоприятной во время этого перехода, но для Тихого океана, особенно для его северной части Тихого океана, зимой это вполне себе нормальная ситуация. Вы видели, как мы шли в эту сторону через Берингово море, естественно, частично через Тихий океан. И в обратную сторону мы будем двигаться точно так же, хотя у нас есть как бы альтернативный рут, но он на 700 миль длиннее. Проанализировав все, я принял решение, что мы будем опять идти через Берингово море. Погода и там не очень хорошая, но я думаю, что мы совсем справимся. Давайте будем начинать смотреть этот выпуск. С вами капитан Максим, вы на канале Макс Мастер. Это переход через Тихий океан в обратную сторону, то есть из Сиэтла на Тайвань. Полный вперед, приятного просмотра, поехали! Перед выходом мы провели бункеровку двумя типами топлива, взяли дизельное, а также тяжелое топливо. Кстати, из-за этой бункеровки выход отложили на целых 12 часов. Столько именно времени нам понадобилось, чтобы взять все необходимое нам топливо. Почему-то компания, которая поставляла нам бункер, не захотела проводить эти операции во время проведения грузовых работ. Ну, может быть, такие правила порта. Здесь видно, как катер собирает боновое ограждение. Мы отправляемся в путь. Can you hear the silence? Can you see the dark? Can you fix the broken? Can you feel my heart? Can you help the hopeless? Well, I'm begging on my knees. Can you save my bastard soul? Will you wait for me? I'm sorry, brothers, so sorry, lovers. Forgive me, Father, I love you, Mother. Can you hear the silence? Can you see the time? Can you fix the broken? Can you feel my heart? Капец, блин. Лед лежит. Куда мы заехали вообще? Что это такое? Давайте отсюда не придем. It starts with one thing, I don't know when. I found myself lost in the story again, looking to try to find hope hidden within. Don't even know where to begin. I pick up the pen and all I did when I try to be better for you is add another piece of me to the things that I lose. Following the trauma buried down in the roots got me stuck trying to move, and all of it is so unlike the way I was before. I feel this pull at the soul and it's too much to deal with. Hard to see pain when the cuts kept concealed right underneath the skin and going deep within. And all of the intent that I had at the start doesn't matter now when it's all falling apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. Вот это наше программное обеспечение, посредством которого мы получаем погоду. Называется оно Bon Voyage.
Выходили из Сиэтла мы рано утром 5 декабря, сразу же попали в небольшое волнение, но учитывая текущую остойчивость нашего судна, оно никак на нас не повлияло. Подошли к Юнимак Стрейту, прошли его вообще без проблем, зашли в Берингово море, какое-то время следовали в нормальной обстановке. Тут нас по выходу с Берингового моря цепляет опять небольшой шторм, и дальше снова хорошая погода. Естественно, скорость регулировалась таким образом, чтобы как можно меньше цеплять плохую погоду. Но вот здесь некуда уже было нам деваться, и мы зашли в волнение, которое нам обещало высоту волны до 7 метров. Ну, плюс-минус где-то так оно и получилось. Вот с этого момента я вам уже показываю прогнозируемую погоду после Цугару Стрейта. И если верить синоптикам, которые никогда не ошибаются, нас и дальше после прохождения этого пролива ожидал небольшой рок-н-ролл, но потом погода должна была наладиться. Как оно получилось на самом деле, смотрите дальше. Что, друзья, я иду оценивать состояние палубы после вот этого небольшого шторма. Так, для информации, волна significant wave, то есть максимальная волна, ну, как нам пишет программа, была 7 метров. По факту, мне кажется, меньше, но точно, что была 6. Может быть, когда-то она там 1-2 7-метровые заскочили, но фактически нас практически нас даже не качало, то есть не было бортовой качки. Была килевая, да, но опять же не настолько сильная. Судно, как мореход, мореходные качества просто изумительно. И это оценили и сказали те люди, которые первый раз сюда попали, на этот пароход. Я-то знаю, я-то тут давно работаю, поэтому для меня это не удивительно. Я дошел до бака, сейчас посмотрим, что там. Здесь какие-то сугробы при входе на Forward Mooring Station. А можно в снежки позвать филиппинцев играть. Якоря вроде на месте. Лебедки, видите, почему они зачехляются? Как сильно заливало, а вот тут разболтало немножко. Это вообще в снегу. Вот эту немножко тоже раскрыло. И здесь. Ничего, брезент поменяю. Тут уже, видите, зашивался он когда-то. Там сугробы. Можно на коньках кататься. Это же сейфти-шузы. Не сильно сейфти-шузы. Этот борт покрасивее выглядит в снежном плане. Здесь больше досталось. Но оно все мокрое. Мокрый снег тает. Видите? Сразу же. Завтра, кстати, вот этого уже всего снега не будет, потому что уже плюсовая температура была максимально, самая низкая была -5. А уже завтра мы пройдем Цугару, и там температура будет каждый день повышаться, то есть завтра она уже будет +5, +6, и придем в Корею, там +14. Плот на месте. Спасательный круг тоже на месте. Короче, все на месте. Только брезент порвался, которого у нас навалом. Without essence, my spirit
все матросы выйдут на палубу и обожмут груз, потому что после Цугару опять там будет небольшое волнение, но там 4 метра. Все равно груз надо обжать, закрепить. Его 100% немного разболтало. И проверятся вентиляционные крышки, потому что это какая-то катастрофа. Разбалтываются очень сильно быстро, и вы видели, что с ними происходит. Смотрите, народ занимается обтяжкой груза перед плохой погодой. Ну, груз после того, как мы вышли из порта, прошли несколько дней. Крепление груза расшаталось, и перед тем, как войдем в предполагаемый шторм, который будет у нас послезавтра, судя по всему, одним из пунктов в чек-листе перед плохой погодой есть как раз проверка и затягивание крепления всего груза, который находится на палубе. Делается это для того, чтобы убедиться, что ничего никуда не улетит. Смотрите, друзья, мы только прошли Японию, там виднеются горы. Это выход из Цугару Стрейт. Очень сильный ветер. Ветреный крен у нас. Смотрите, это левый, с левого борта такая картина. Но на правом там я даже, честно говоря, выйти не смогу, потому что начну сдувать. Это с правого борта картина. Под крылом я стою своим. The ship has weathered every rock. The prize we sought is won. The port is near. The bells I hear. The people all exulting. While follow eyes the steady keel. The vessel grim and daring. But oh, he hard. Oh, the bleeding drops of rain. Почему-то плохо сходит вода. Я не скажу, что ливень прямо такой сильный. Прямо лужи. Где-то забит шпигат. Вот это отверстие в палубе называется шпигат. Дождевая вода, ну и вода, которая попадает сюда из-за волн и так далее, таяние снега, должна туда уходить. Шпигаты должны быть, вот видите, так закрыты, чтобы туда мусор всякий не улетел, пластик, ну пластик какой-то, не дай бог, на палубе будет. Ну и просто мусор. For you, the bugle trills. For you, bouquets and ribbon wraps. For you, the shores are crowding. For you, they call the swaying moss. Their eager faces turning. Here shall die, say our Father. This arm beneath your heat. It is some dream that on the deck you've fallen cold and deep. Вообще, друзья, чувствуется легкий бриз, такой небольшое волнение. Для нормы это так, знаете, это норма. Поэтому тут переживать вообще не о чем. Единственное неудобство — это ветреный крен, который, кстати, равнять нельзя, нежелательно. Потому что ветер может пропасть, и судно перевалится на другой борт. Оно завалится на другой борт, то есть у него резко пропадет крен, допустим, в нашем случае на левый борт, и резко появится на правый борт. Shores and ring of bells, but I with mournful tread.
Я дошел до кормы, сейчас стою с левого борта, это lee side, то есть подветренная сторона. С правого борта наветренная, то есть там дует ветер справа налево, ну с правого борта на левый, но тем самым нас завалив немножко на левый борт, создав при этом крен, про который я говорил ранее. Мы уже прошли Цугару Стрейт, это было ночью, как обычно, почему-то я его ни разу днем не проходил, у меня нет ни одного кадра Цугару Стрейт, когда мы его проходим днем. Кстати, ветер уже чуть-чуть подубивается. Вот я вышел буквально, ну сколько, наверное, 1,5 часа назад. Вы видели, он был сильнее. Сейчас он уже слабеет. И я думаю, что, ну, судя по прогнозу погоды, еще часа от 3 до 6 часов, и он упадет меньше 20 узлов, как истинный ветер. Был утром 32-35 истинный ветер. А сейчас, наверное, 25, где-то так. Так что все. Take safety round выполнен. Все нормально. Один плафон дошел, отвалился от фонаря. А так, без проблем. Чиф, капитан. Чиф, так как мы раньше приехали, мы даже не перешли в наш часовой пояс, местный точнее часовой пояс. Предлагаю сегодня перевести часы в час дня на час назад. Ну, получается, что будет 2 часа обеда у людей. Ладно, без проблем. Так как мы идем на Якость 17, я их с обеда вообще отпускаю. Непонятно, когда мне идет важно, сколько мы будем нажимать. Поэтому да, давайте тогда. С обеда 2 часа. Хорошо, все, договорились. Я объявление потом сделаю, там еще народ, ночная вахта спит. Ну, в обед сделаем объявление, а аванс я буду завтра давать, потому что сегодня вот эта вся движуха, беготня, все суетятся, перевод топлива еще будет, поэтому аванс на завтра переносим. Саша, давай мочи. Я его не пробил даже. Вот так. Друзья, небольшой апдейт, а то я как-то совсем забыл с этими штормами, с этими плохими погодами, проинформировать вас, что вообще, собственно, происходит у нас на борту судна. Как вы знаете, да, мы вышли из Сиэтла, взяли курс на Тайвань, порт Каошунг, ну или Гаосюн, и себе шли. У нас как бы было 2 варианта развития событий, идти либо южным маршрутом, либо северным. Но южным маршрутом даже на Тайвань получалось на 700 миль больше. И так вот, прикинув, что к чему, я выбрал идти северным путем, несмотря на то, что там погода, возможно, была бы хуже. Хотя южным путем, южной дорогой, южными курсами тоже там не очень хорошая погода, но северным все-таки была сложнее ситуация и холоднее, что неприятно, но тем не менее терпимо. В общем, то, как мы шли, вы видели, как мы прошли этот шторм. Нормально все, покачало нас там буквально полночи. Мы изменили курс аж на 40 градусов для того, чтобы как-то предотвратить столкновение с волной. Тем не менее, все нормально, все прошли, все хорошо. Тем более, нам по дороге изменили порт назначения с Каошунга, то есть с Тайвань, на Пусан, Южная Корея, которая находится севернее. То есть маршрут был бы не на 700 миль длиннее, а порядка 900 миль. И, соответственно, топлива было бы гораздо больше потрачено, там плюс-минус где-то на 350 тонн больше. Вот, поэтому мы пошли северным путем, все нормально, все хорошо. Но прикол в другом. Пока мы шли в Пусан, вот буквально вчера, а сегодня у нас 17 декабря 2025 года, у нас ETA, мы должны были прийти, лечь в дрейф возле Пусана как раз вот сегодня, 17 декабря. Буквально вчера, 10 часов вечера, я получаю сообщение, отменяется Пусан, идите на Нинбо. Я такой, ё-моё, а у нас в Пусане снабжение, у нас crew change, у нас провизия, у нас сервисы. В общем, ну, много активностей, без которых нам как бы мы можем выжить. Но эти запчасти, так как нам постоянно меняют линии, у нас, кстати, с 1 января 5 смен линий, 4-й раз уже за этот контракт. Вот. И эти запчасти летают за нами по всему миру. Я связался срочно с агентом, связался с компанией, говорю, нам нужно получить снабжение здесь, нам нужно получить снабжение именно
Пусане в Южной Корее. Мы быстренько, буквально это все было сделано за пару часов, организовали якорную стоянку, которая, в принципе, в Пусане очень редко дается. Организовали специально для того, чтобы получить снабжение, специально для того, чтобы получить провизию, специально для того, чтобы получить бонстор. Бонстор — это очень важно на судне. Кто не знает, что такое бонстор, это судовой магазин. Там сигареты, шоколадки, вода, пиво и так далее. У нас пиво разрешено в компании, если кто не знал, и вино разрешено. Ну вот. Но крючень все-таки пришлось отменить, то есть смена экипажа будет в следующем порту, будет в Китае, в Нинбо. Это буквально через 5 дней, что это не сильно долго. Из негативных новостей, которые касаются лично меня, мне отменили замену, которая должна была быть вот в этом Пусане. Мне ее отменили ввиду того, что у моего сменщика какие-то проблемы со здоровьем. Ну, я знаю какие, я просто не могу об этом распространяться. Поэтому я остаюсь еще на борту судна на какое-то время. Скорее всего, я переживу здесь Новый год, Рождество и так далее. Но я особо не расстраиваюсь. Это, конечно, неприятно, потому что я планировал провести Новый год с семьей. Но, тем не менее, это будет мой 4-й Новый год на борту Нормы. Мне тут так уже привычно. Все знаю, все как организовать. И подарки заказал, кстати, экипажу, который мы тут тоже в Пусане должны завтра получить. Что проведем Новый год, а там уже посмотрим, когда мы поедем домой, выздоровеет ли мой сменщик или пришлют нового. Не знаю, пока вот такая вот информация. Но мы добились того, что мы получим снабжение здесь, мы получим все, что нам необходимо для дальнейшего существования, в том числе для празднования Нового года. Все получим здесь, елку даже нам привезут, подарки, новогоднее настроение, гирлянды, шапки, костюм Деда Мороза у меня уже есть. Короче, все организовано было очень быстро, очень продуктивно. Так и живем, так и живем. Siemens Life. Моя жена, конечно, расстроилась. Завтра якорная стоянка. Продолжайте смотреть. Все, бак расконсервировали, лебедки расчехлили, брезент сняли, половину брезента выкинули. Договорились, что новый надо сшить. И вот этот синий конец достали из-под палубы. Помните, я вам говорил, что мы его прячем на переход, потому что, ну, чтобы он никуда не ушел, не улетел. Также вот эти все кончики, вот эти, которые не закреплены к палубе, не прикреплены, тоже достали. Вот сюда майнается синий конец, кто не знал, Rope Store называется. Видите, Rope ST. То есть хранилище концов. Но это, грубо говоря, подшкиперская, которую я вам показывал 100 раз. Поэтому больше туда спускаться не будем. Якоря, естественно, по-прежнему еще закреплены. Они закреплены на весь период морского перехода. Неважно, океанический, морской, однодневный. Они крепятся практически сразу после выхода. Когда сдается лосман, судно выходит из канала, крепятся якоря. By gravity, only by motor. What is it? Power station bridge, please confirm that will transfer flag Falcon. Yes. Yes, yes. Confirm, will transfer flag Falcon. This is now 3 on deck. Yeah.
Yeah. Close? Yes. Power station bridge, how is the chain? Okay, fast. Bridge forward, chain leading, medium, stay 2 o'clock. Наблюдаем, в правильной ли позиции у нас звенья для того, чтобы опустить так называемую гильотину и засекьюрить, закрепить якорь-цепь. Bridge forward, chain leading, 1 o'clock, medium stay. 1 o'clock, medium stay. Beautiful. Secure everything forward, let me know when I see it. Снабжение приехало, грузим снабжение. Уже половину загрузили. Идет полным ходом. Сразу виден опыт, когда кисточкой машет. Макияжный опыт. Макияжный, да. Вот там пропустила. Андрей, как тебе наблюдается? Нормально? Мы уже практически добрались до Нинба. Уже становится теплее. Уже не надо носить зимние комбинезоны, подкладки под куртки и так далее. Сейчас чисто ветровочка осталась. Я надеюсь, что Нинба это будет тот порт, где этот переход закончится. Потому что мы сначала шли в Каошунг, на Тайвань, потом Пусан, Южная Корея. Вчера я показывал вам снабжение, которое мы грузили. В смысле, сегодня в этом ролике показывал. И завтра мы должны прийти в Нинба. Но не факт, что мы зайдем сходу. Не факт, далеко не факт. Возможно, придется постоять на якоре или полежать денек-другой в дрейфе. А это даже для нас будет лучше. Судно расконсервировано после длительного перехода. Все лебедки проверены, трапы проверены. Концы подготовлены, те, которые были под палубой, их подняли обратно на палубу. В общем, мы готовы к маневрам, к швартовкам, к работе и так далее. Покажу вам, чем этот переход закончится. Смотрите дальше, не выключайте. Нам еще китайские рыбаки не давали приказов, блин, куда нам ехать, да? I put my trust in you. Push as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I put my trust in you. I put my trust in you. Pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should Все, друзья, наконец-то мы добрались до порта назначения. Выходили мы с Сиэтла в порт Каошунг на Тайване. В итоге нам по дороге, как вы знаете, изменили место назначения, порт назначения на Пусан, Южная Корея. А в итоге мы оказались в Нинба, Китай. Ну, хотя в Пусан мы все-таки заехали. Вы видели на пополнение снабжения, провизии, запчасти мы забрали наконец-то, которые за нами по всему миру летали. Потому что нам постоянно меняли линию. Вот такое вот у нас получилось приключение.
со штормами, со сменой направления, с отменой замены экипажа, но замена экипажа будет здесь, с якорем, который был неожиданным, но мы все-таки добились для того, чтобы он был, потому что невозможно уже было постоянное перенаправление этих посылок. 16 палет мы там подняли. 2 недели у нас это все в общей сложности заняло, по-моему, мы вышли что-то 3 числа или 4, а сегодня мы пришли вот 21 декабря, даже больше 2 недель у нас это заняло. И, ну, плюс-минус где-то оно так и было запланировано. Спасибо, что были со мной, спасибо, что смотрели этот выпуск, этот ролик, этот эпизод. Я благодарен вам за ваше внимание, все вопросы, комментарии, пожелания. Оставляйте под этим видео, под этим роликом, все прочитаю, на все попытаюсь ответить. И с вами был Капитан Максим, вы были на канале Макс Мастер. Еще раз спасибо за внимание, я на связи.